У нас за полярным кругом нехотя наступает весна, вместо снега демонстрируя не слишком приятные пыльно-серо-коричневые тона, от показа которых я, пожалуй, в этот раз воздержусь в ожидании зелени. А значит, настает время весенней возни, связанной с уборкой. В преддверии наступления полярного дня света становится все больше. Дни длиннее, и потому особенно хочется видеть мой северный дом в чистоте. Расскажу о своих 5 проверенных правилах, которые позволяют содержать дом в порядке и не погибнуть смертью храбрых в процессе уборки. Если вы на моем канале впервые, это моя Севериата – история о жизни в доме на берегу озера в русской Арктике. Добро пожаловать на крайний север! Хотя ролик об уборке не столь поэтичен, как мои предшествующие о Кольских горах или поморских деревнях Беломорья. Кстати, если не видели, обязательно взгляните, там красиво. Тем не менее, это неотъемлемая часть северной жизни. Ведь на идею этого видео меня натолкнула не слишком приятная, но такая типичная картина, представшая моим глазам после отъезда из дома гостей. Дело в том, что условия нашей жизни в Арктике предполагают необходимость быстрой уборки дома, как после возвращения с многодневной охоты или рыбалки, так и после нашествия друзей и родни. Поэтому мое первое правило – осознав масштаб бедствия, не впадать в тоску и четко следовать схеме действий. Уборку я всегда начинаю с санузлов, заливая сантехнику дезинфицирующим средством, всегда требующим некоторого времени для своего действия. Здесь сразу стоит сказать о правиле номер 2. Для каждой вещи для уборки правильное место. Под этим я подразумеваю хранение средств и устройств для уборки там и везде, где они нужны. Да, они у меня почти в каждом помещении дома. Казалось бы, хранить все хозяйственные принадлежности в одном месте верно и логично. И, возможно, это сработало бы с менее ленивым человеком. Но я заметила, что отсутствие губки и любимого спрея в прямом доступе неизбежно приводит к откладыванию мной уборки на другой раз, до тех пор, пока этот другой раз не превращается в полный день возни по дому. Оставив средства работать, перехожу пока к замене постельного белья и возвращению вещей по местам. И здесь неизбежно правило номер 3 – избитое, тривиальное, но рабочее. У каждой вещи должно быть место, сразу, с момента появления в доме. А для некоторых предметов еще на этапе его планирования. Нарушение этого правила несет в себе и такую опасность. Вещь не на месте может пробыть там так долго, что станет восприниматься нормально, и ее перестаешь замечать. Вроде залежей различного мусора, пусть пока тут полежит, расчески где-нибудь на кухонном столе или стопок квитанций в коридоре. Покончив с бельем, обмываю сантехнику. Теперь это не займет много времени и тереть ничего не придется. К слову, сантехнику я обычно мою ежедневно. Когда микрофибра и губка всегда рядом, это совсем не сложно. И всегда насухо протираю смесители после использования, что предотвращает появление застарелого трудновыводимого налета. Закончив с санузлами, приступаю к следующему этапу – протиранию поверхностей. И здесь очень важно, чтобы они были как можно более свободны, что возвращает нас к соблюдению уже упомянутого правила вещей на своих местах. Кстати, о предназначении стоящей здесь огромной рамы расскажу уже в следующем видео об очередном маленьком шаге в благоустройстве дома. Не пропустите!
Этап влажной уборки поверхностей предшествует работе с пылесосом и влажной уборке пола, поскольку пыль сверху обязательно осядет на вымытых полах по новой. Явление из шкафа пылесоса для уборки полов приводит к мысли о четвертом правиле, которое я условно обозначаю как правило одного движения. Для меня звучит логично. Большинство из того, что нельзя достать и убрать одним движением, желательно одной руки, будет лень использовать. К примеру, лично знаю людей, бросивших печь из-за того, что формы для выпечки лежали под тонной другой посуды и требовали применения стремянки для доставания. А уборка и подавно превратится в убийственно раздражающее суетливое действо, будет отложена или займет больше времени, если, чтобы использовать, к примеру, швабру или микрофибру, нужно будет извлекать их из-под других предметов или что-то куда-то перекладывать и переставлять. После влажной уборки северный домик приведен в порядок, прибран и, кажется, вполне доволен. И здесь стоит упомянуть о последнем правиле, помогающем мне убирать весь дом довольно быстро и без напряжения. А именно, не делать уборку отдельным мероприятием жизни, выделяя специальное время или день и в его терпеливом ожидании обрастая мусором и грязью, а убираться как бы походя, легко. Я еще зову это правилом 1 минуты. Самое оптимальное для меня – уборка, пока закипает чайник или разогревается еда в СВЧ. Вы удивитесь, когда поймете, сколько всего можно успеть за 1-2 минуты. Раскидать вещи в кухне по местам, протереть фасады и поверхности, вымыть варочную панель, мойку или пару полок в холодильнике. Ведь в конечном итоге понятия порядка и беспорядка у всех свои, а жизнь, в частности жизнь на севере, слишком хороша, чтобы тратить ее на уборку.